Прописка нового производства, Институт белка, корпус биотехнологии. Открытие собрало не только руководителей научных структур и коммерческих предприятий, но и представителей администрации города. Организатор проекта Вячеслав Сова рассказал и об этапах производства, и о специфике получаемого продукта. Речь шла о бурых водорослях, а конкретно фукусе. Чем хорош фукус и почему на него мы обратили внимание, в нем есть полимер полисахарид фукоидан, который состоит из фукозы, и некоторых элементов других углеводов. Но это уникальный полисахарид, который за последние 20 лет интенсивно исследовали на предмет биологической активности. Он обладает биологической активностью, может ингибировать вирусы, может быть антисептиком, иммуностимулятором. Фукоидан есть и в других водорослях, но если в привычной ламинарии его 1,5%, то в фукусе от 13 до 20%. Следует, конечно, упомянуть о присутствии в нем микро- и макроэлементов и, главное, йода. Источником йода являются водоросли. Весь йод, который вы видите в аптеках, который в виде настойки йода, он получен из водорослей. Другого источника нет. Поэтому, например, в нашем продукте в 100 граммах, который вы принимаете в день, столько йода, сколько в 11 килограммах трески. Вы ее съедите? В натуральном виде фукус использовать в пищу нельзя. Сухие водоросли похожи на дрова, говорят создатели продукта. Но сказка о каше из топора, тем не менее, имеет все шансы превратиться в реальность. Без химии, просто раздробив и перетерев твердую структуру в специальном аппарате, разработчики смогли пойти дальше по пути к уникальному питанию. Не будь этого оборудования, не было бы и продукта, подчеркивает Вячеслав Сова. Но что делать с главным минусом этих водорослей? Их, говоря мягко, низкими вкусовыми качествами, а говоря проще, несъедобностью. Разработчики нашли выход. Стали добавлять курагу, чернослив, цедру лимона, соки ягод. Мы уже отправили первую партию в Англию продукции. Они говорят, сделай вкуснее. И тогда пришлось сделать вкуснее, отправлять DHL образцы, обратно шла информация. Мы выбрали вот этот вариант. Не стоит ставить знак равенства между пищей и представляемым лечебно-профилактическим питанием, подчеркивает Вячеслав Васильевич. Чтобы нам работала наша машина, мы машина, биохимическая машина. Нам нужно не только топливо залить в бак, а нам нужно еще туда дать все катализаторы. Назовем все микроэлементы катализаторы. О представляемом продукте из водорослей высказался и присутствовавший на открытии главный врач ЦКБ РАН Николай Гончаров. Штука, на мой взгляд, не только, наблюдателя, но и человека, испытавшего на себе это дело, штука, безусловно, позитивная. Фактически, это вторая линия производства. Первый комплекс заказала частная компания, что стало опробованием технологий для выпуска товара, рассчитанного на определенный сегмент рынка. Это другая по составу, но та же по сути продукция. В нашем случае инвестором была частная компания, однако цех сделан для института. Эта идея не ради продуктов даже, а ради развития прикладных работ в системе Академии наук. Это цех Академии наук. Мы можем развивать дальше, модифицировать, развивать технологии. Что впереди? Новые вкусы, новые версии продуктов и, наконец, новые идеи. В планах даже объединение усилий с фабрикой. Результатом станет производство не только вкусных, но и очень полезных конфет с начинкой Made in Пущино. Диана Ларионова, Евгений Карев, ТВС.